Всем привет с лавандового поля. Вход свободный, но я всегда стараюсь покупать их продукцию. Мед, букетики. Вот сколько пчелок работает сейчас. Стараюсь передать вам аромат. Может быть, скоро будут такие технологии, которые будут передавать и ароматы в том числе. Я второй год приезжаю уже на это поле. В период цветения это июнь-июль. В прошлом году я была уже на завершении цветения, а сейчас самое начало. В середине июля здесь проходит сбор лаванды, и у себя на странице в Инстаграм они анонсируют, и все желающие могут присоединиться. В округе несколько таких лавандовых полей, но мне нравится именно это, потому что здесь много таких фотозон, зон отдыха, а еще на закате здесь проходят концерты. Прямо среди лаванды ставят рояль и играют живую музыку. Я владею игрой на фортепиано, и для меня было интересно, что в Италии оно называется пиано-форте, наоборот. Вот такая здесь зона отдыха. И вдалеке виднеются здесь холмы. Очень нравится мне, когда их видно. Это цитрусовые деревья здесь. А это вот такой светлый сорт лаванды, почти как он белый. Шиповник здесь также растет. Ухоженная территория, я еще в прошлый раз заметила, много посажено растений. Вот чей-то дом здесь, кто-то живет так прямо рядом с лавандой. А вот настоящие улики, где пчелы делают лавандовый мед. Вот такая зона отдыха здесь с такими деревянными креслами. Еще одна зона отдыха в оливковых деревьях. Есть здесь даже деревянные лежаки такие. Это их продукция, которую они делают сами здесь. Букетик такой небольшой 4 евро, а чуть побольше за 8 можно купить. Вот их вся продукция, мыло делают, различные ароматические мешочки, масла. А это все мед и мармелад, сделан вручную. И вот мармелад из шиповника. Вот кто-то фотографируется. Думаю, что лаванда не оставляет равнодушным никого. Тем более, когда видишь такое поле вживую, хочется сразу сделать миллион фотографий, поделиться с друзьями и в следующем году приехать уже целой компанией. Здесь несколько таких цветущих кустов, и я посмотрела через приложение, называется мирта. Возможно, делают эфирные масла из нее. Такое необычное цветение. Я как-то у себя в саду выращивала лаванду и читала, что кусты лаванды могут расти до 40 лет на одном месте, если за ними правильно ухаживать и посадить на открытой солнечной местности. Удивительное растение, я бы назвала его терапевтичным, и думаю, что вы со мной согласитесь.
А здесь рядом с лавандовым полем дерево киви растет, и такие большие плоды уже у него. Недалеко от Лаванды есть курортный морской город Виареджо. Я думаю, что многие о нем знают. Он популярный, известный. Заехала, чтобы показать вам пляжи здесь. Говорят, что с этого года больше не будет бесплатных пляжей. Ну, их и было здесь всего ничего, совсем маленькие участки. Здесь стоят лодки, с утра можно купить свежую рыбу у них. Вот такая широкая здесь береговая линия, сам пляж длинный, песчаный. Но море здесь не самое чистое. Для меня самое лучшее море из тех, которые я успела увидеть в Италии, это Лигурия, Сицилия, ну и, конечно же, Сардиния. Но это популярный курорт, сюда приезжают, в сезон здесь полностью все зонты заняты. Вот видите, где итальянка нашла бесплатное место. И многие сейчас протестуют, итальянцы местные, что все стало платное. И, конечно, я с ними согласна. Такое количество пляжа, и все только за деньги. Но вот здесь, где частные пляжи, купаться, плавать можно, но лежать на пляже со своим полотенцем нельзя. Здесь написано, что резиденты Виареджо могут пользоваться вот этим участком пляжа бесплатно, в том числе зонтиком и 2 сиденьями. С этой стороны находится стоянка больших яхт, маленьких. Здесь большая спортивная зона для волейбола. В Италии любят спорт и детей отдают на разные секции. Я узнала, сколько стоит зонтик и 2 лежака. 25 евро на целый день посередине пляжа. И здесь начинается знаменитая набережная Виареджо, променад. Прогуляемся, посмотрим, как здесь все устроено. Я думаю, что кто-то из моих зрителей здесь живет. И вот сюда с променада можно заходить, оплачивать вход и отдыхать на пляже и здесь в том числе. И вот там уже море. Прямо на пляже эти домики, можно сказать. Вот здесь я как-то обедала, меню комплетту я заказывала. Было вкусно, но порции небольшие. Именно на этой набережной здесь проходит знаменитый карнавал Виареджо зимой в феврале. Большие, огромные куклы на движущихся платформах. Много здесь гостиниц, B&B, квартир, которые сдаются в сезон. Видела я здесь даже яхту, которая стоит на воде и сдается как гостиница. Можно остановиться и ночевать там. С этой стороны это все гостиницы. А это книжный магазин, в котором также можно выпить кофе, покушать. Очень необычное пространство, все как я люблю. Сейчас зайду туда, посмотрим, что изменилось. Вот такие столики на входе. Вот как все здесь изысканно. Здесь столики, а здесь уже книжный магазин. Называется Либрерия Мондадори. Мондадори – это известное издательство. Здесь ювелирный магазин, сувениры. Приглашают на пиццу.
Вот в этом прибрежном ресторанчике я часто обедала. Это совсем обычное заведение, но здесь вкусно, большие порции. Вот такие цены здесь. 12 евро. Я брала здесь дорадо. Очень большая порция. Вот такая. 12 евро с овощами на одного человека. Для меня это даже было много. 10 евро креветки, порция вот такая. Я путешествовала на вот такой небольшой яхте по островам Хорватии, и для меня это самый лучший вид путешествия и отдыха. Когда каждый день просыпаешься на новом острове, готовили еду прямо на яхте. Удивительный опыт, который я хотела бы повторить, но уже по островам Италии. Сегодня проходит выставка ретро-автомобилей. Раньше была выставка только Fiat, я показывала, а сегодня уже самые разные марки можно здесь увидеть. Какой зеленый экземпляр. Можно посмотреть салон, как близко у этой машины. Кожа. Мерседес, ну это президентский был. Не меньше. Магнитола, все как положено. Феррари. А вот мотор какой у него, прям видно под стеклом. Да, это же мотор. Ну вот это прям аппарат эксклюзивный, с такой кожаной крышей. Какой необычный голубой цвет. Такие машины берегут, они, как правило, хранят в гараже, их выезжают только вот на такие выставки. И есть обязательно еще одна машина, на которой они уже передвигаются. После таких мероприятий обычно все владельцы машин едут на пикник, где-то обедают, общаются, им есть что обсудить. Вот иду к желтой. Lotus написано. Наверное, любители ретро-машин знают. Тоже можно салон посмотреть. Ой, как низко. Прям низко-низко. И слышно вам шум. Сейчас у меня микрофон работает. Звуки Италии, они ничего не делают в тишине. Они не обедают, не ужинают в тишине. Всегда идет шум. Они общаются, громко разговаривают, никого никогда не стесняются. Это Ferrari. И говорят, что сейчас новую модель Ferrari выпустил с механической коробкой. Ой, какой салон красивый. Ну, Феррари есть Феррари. Такой кремовый, в идеальном состоянии. Это BMW. А здесь рядом вот какой Porsche. А вот можно посмотреть владельцев этого Феррари. Какая пара элегантного возраста.
Добрый день из города Ливорно. Это портовый город в Тоскане. И сегодня я нахожусь здесь, чтобы показать вам самый красивый военный учебный корабль в мире – итальянский Америго Веспуччи. Корабль находился в мировом путешествии 2 года, обошел все континенты, и сегодня у него остановка здесь, в Ливорно, на несколько дней, после чего он выйдет в Геную и торжественно завершит свое путешествие. Увидеть этот корабль вживую было моей мечтой. Я знала о нем историю еще до переезда в Италию, а уже здесь я увидела и узнала, как многое он значит для страны и что является настоящим символом для Италии. К сожалению, в этот раз мне не удалось попасть на борт, количество мест было ограничено, билеты раскупились молниеносно, и даже близко к нему подходить в этот раз было нельзя, был перекрыт вход только по билетам. Его длина 101 метр, у него 26 парусов, и общая площадь парусов составляет 2800 квадратных метров. Я смотрела прямую трансляцию 2 года назад из Генуи, когда корабль провожали в кругосветное путешествие на 2 года. И вот 2 года прошло, он вернулся, и через несколько дней он выйдет в порт Генуи, где его очень торжественно будут встречать. Будет присутствовать президент, министры, а вечером пройдет концерт. Прямо возле корабля будет опера, симфонический оркестр. Меня по-настоящему вдохновляют такие события, и теперь осталось только попасть на борт и познакомиться с капитаном. Я в Ливорно первый раз, и здесь вижу очень много лодок, и рыбаки продают рыбу на рынке. Хочу прогуляться к одному известному здесь месту, называется Терраццо Москани. Должно быть красиво там. В Ливорно много ресторанчиков прибрежных, где готовят свежую рыбу, слышен аромат морепродуктов. И также я видела, что здесь есть океанариум. Но вот самый большой и впечатляющий океанариум, говорят, что в Генуе. Белые здания или светло-серые, немного желтых, таких неярких. Я пришла к набережной, какая здесь красивая большая беседка на входе. Туда можно подняться. И рядом с беседкой это знаменитая набережная с шахматным полом, черно-белым. Ух ты! Ух ты, как красиво здесь! Какая большая, просторная, нет никого. Может, кто-то из зрителей живет здесь, в Ливорно. На днях я посмотрела статистику, и оказывается, мои видео смотрят почти со всего света. Я приятно была удивлена, это так необычно и интересно. И там немного дальше, с обеих сторон, начинаются оборудованные пляжи и кафешки. Из Ливорно ходят пассажирские паромы, и можно по морю добраться в разные города Италии и даже на Корсику, во Францию. Хочу показать вам несколько книг из своей коллекции, которую я собрала за несколько лет. Это не все книги, но, наверное, самые такие знаковые для меня, любимые, которые я долго ждала, искала и выбирала. Это книга Маноло Бланик. Редкая и очень красивая и большая. Весит она 5 килограмм. В таком большом картонном чехле она. Вот так написано здесь, Маноло Бланик.
И это итальянское издательство Ридзоли. Покупала я ее в Италии. И стоила она, еще есть цена, 140 евро. Вот такая у нее здесь обложка, как будто бы лен. Настоящая ткань на ощупь. Книга эта на итальянском языке, и тексты к ней писал сам дизайнер. Здесь собраны 250 самых лучших моделей за всю историю модного дома, а работает он уже более 4 десятков лет. И что интересно, изначально Маноло планировал создавать и мужскую, и женскую обувь, но затем стал выпускать только женскую. Нравится мне эта книга, горжусь, что она есть у меня, и часто ее пересматриваю и перечитываю. Книга выполнена изумительно, и печать у нее наивысшего качества. Это одна из моих любимых книг, и посвящена она 45-летию карьеры Валентино Гаравани и его неповторимым творениям от кутюр. В книге собраны фотографии, примерок и закулисья его показов. В этом году вышел фильм «Бриллианты», и я от души советую его посмотреть тем, кто интересуется модой. Режиссер собрал всех знаменитых итальянских актрис и создал прекрасный фильм, действие которого проходит в Риме в 70-е годы. К одежде, к брендам я отношусь очень спокойно, а вот историей моды я интересуюсь. И хочу сделать видео о том, как и где одеваются обычные итальянцы, об их отношении к моде, к брендам. И я думаю, будет вам интересно. В книге «Шанель» собраны лучшие творения с 20-х годов и далее. Такая книга хорошо смотрится в интерьере и могут украсить дом, салон красоты, ювелирный, магазин одежды, например. А это настоящая модная энциклопедия. В книге собраны самые значимые события моды, знаковые рекламные кампании почти всех существующих дизайнеров за последние 200 лет. Этот подарочный набор книг создан австралийским фэшн-иллюстратором Меган Хэс. Она известна своими работами для крупнейших мировых брендов и своими суперпопулярными книгами. Меня спрашивали видео про котиков. Вот Джемма. Джемма из региона Пуlia приехала, из приюта. Она итальянка. Очень добрая, очень воспитанная. Очень хорошая кошечка, характером повезло. Спокойная, умная и веселая. Вот все в ней есть. Она приехала полностью со всеми документами, с прививками. Мурчик. А Мурчик, мой котик, он со мной приехал из Харькова. Мурчик найденыш. Маленьким котенком его нашли, и он оказался очень ласковым котиком, таким, как собачка. Он все время ждет под дверью, ласковый, скучает, разговаривает, вот спит обязательно со мной. Мурчик, Мурчик. А это я смотрю шоу «4 ресторана». Вот с этим шеф-поваром. Всегда его смотрю. Ну, в Италии по телевизору, вы знаете, очень много кулинарных программ. Поэтому здесь, когда ни включи, всегда что-то готовится. Дорогие друзья, благодарю, что досмотрели это видео до конца. Следующее будет посвящено только рецептам. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить его. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это очень помогает развитию канала. И по лайкам я понимаю, понравилось ли вам новое видео. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и до встречи в следующем видео из Италии.